Друзья, всем привет! Сегодня делаем одну замечательную и очень интересную снасть для ловли карася и карпа. Такая снасть подойдет не к любому водоему, она отлично будет работать на тех водоемах, где одновременно ловится и карась, и карп. Вы приехали на водоем и не хотите тратить время для поиска одного определенного вида рыбы. Вы хотите одновременно ловить и карасика, и карпа. А чтобы это эффективно делать, нужно ловить на эту снасть. Я уверен, что от профессионалов будет очень много критики и скажут, что нельзя комбинировать снасти. Так не написано в учебнике, нужно ловить только на одну снасть, на один крючок. Это видео не для вас. Это видео для тех рыбаков, которые часто ездят на рыбалку, любят экспериментировать и частенько у них получается поймать трофей. Поехали делать такую необычную снасть. За основу такой снасти можно использовать обычную кордовую нитку, можно использовать флюрокарбон в диаметре 0,3, 0,4, 0,5, можно плетенку 0,3 и выше, либо литкор. Я буду сегодня делать по-богатому, буду делать с литкора, так как у меня его есть с запасом. Отматываем примерно 50 сантиметров такого литкора и отрезаем. Меня уже много раз спрашивали, где я брал такой литкор. Покупал где-то на сайте, на каком именно я уже не помню. Помню, что это литкор 1 мм, у меня есть такой же диаметром 1,4 мм, без свинцового сердечника. Его еще называют heavy core. Продается в бобинах по 200 метров. Относительно недорогой материал, относительно обычного литкора, тоже, конечно, копейку стоит. В принципе, в этой снасти можно использовать и плетенку, и леску. Такая снасть не требует каких-то особенных материалов. Дальше берем такой вот вертлюжок, гантелька в народе. Вертлюжок подбираем, чтобы он подходил к нашей кормушке Method Flat, чтобы сюда заходил плотненько в отверстие. Так будет лучше засекаемость карпика. Берем литкор, проселяем в ушко и с помощью моего любимого узла клинч привяжем этот вертлюжок. Хвостиком делаем 4-5 оборотов, вот так. И хвостик проселяем в эту петельку. Это простой клинч, меня такой узел никогда не подводил, но есть еще узел усовершенствованный, когда хвостиком 2 раза проселяем. Меня не подводил, поэтому делаю так. А вы вяжите, как вам уже будет удобней. Главное хвостик не отрезать полностью вплотную, а оставлять 1-2 мм. Как говорится, делаем с запасом, когда узелок намокнет, чтобы не растянулся. Дальше кормушка flat. Flat подбираем под условия вашей рыбалки. У меня водоем глубина примерно 1,5-2, где-то 3 метра. Я использую кормушку весом 50 грамм, плюс прикормка будет в самый раз. А вы смотрите по условиям вашей рыбалки. Есть течение, нету течения. Я использую такие вот флетики. Обычные, недорогие флеты. И проселяем литкор в наш флетик. Так, видите, проселяется плохо. Показываю лайфхак, как легко заселить литкор в такую кормушку, если нету длинной иголки. Берем толстую леску. Леска в диаметре 0,4 и выше. И проселяем в кормушку. Сделали такую петельку. Проселяем сюда литкор. И этим хвостиком проселяем обратно. Затягиваем литкор в нашу кормушку. Такой хитрый лайфхак. Иногда на рыбалке нету длинной иголки под рукой. И это очень удобно. Так, одна часть нашей снасти готова. Дальше берем такую вот кормушку. Кормушка пустышка. Она не имеет веса. Кормушка маленькая. Большую баулу такую брать не нужно, потому что здесь в снасти будет уже разбалансировка и будет плохо лететь. Эта кормушка нижняя с прикормкой должна быть тяжелее в 2-3 раза, чем эта маленькая кормушка. Тогда снасть будет хорошо лететь, как ракета. А если здесь будет вес такой самый, как и здесь, то снасть будет лететь вроде как мы забросили какую-то гантелю. Это нам не подойдет. Здесь кормушка должна быть всегда меньше. Фиксируем эту кормушку на такие вот бусинки. Бусинка в диаметре 5 мм. Обычная пластиковая бусина, резиновая не подойдет. Эта снасть комбинированная, хорошо будет ловить и карася, и карпа одновременно. Эта кормушка у нас будет на карасика, а это больше всего на карпа. Уже проверено не один раз. На эту кормушку всегда клюет большая рыба. Либо большой карась, либо карп, либо лещ. А сюда залетают обычные карасики, самые такие жаровые, самые вкусные. Берем иголку для бойлов, проселяем в маленькую бусинку и перетаскиваем эту бусинку на литкор. Вот так. Дальше сверху в бусинку опять проселяем иголочку и второй раз протаскиваем литкор в бусинку. С помощью такой махинации легко, быстро и надежно мы зафиксируем кормушку. Так, в таком положении мы берем линейку,
Ну, либо на глаз, конечно. Ну, лучше, конечно, первый раз, когда делаете, делаем с линейкой. И от кормушки мы отступаем примерно 15 сантиметров. Вот такое расстояние, чтобы эта кормушка с нижним поводком не путалась об нашу кормушечку. Это важно. Берем хвостик и проселяем 2 раза в нашу петельку. Все, можно затягивать. И теперь бусинка держится крепко, никуда не ездит и будет держать сопротивление кормушки. Потому что поводочек мы будем крепить к этой кормушке. И когда мы будем тянуть рыбу, рыба будет сопротивляться, и бусинка может съезжать, если ее неправильно зафиксировать. И второй бусинкой прям вплотную фиксируем пружинку. Все, пружинку я зафиксировал, она держится очень крепко. От бусинки отступаем примерно 10 сантиметров. И здесь мы привязываем либо обычный такой вот карабинчик для удобной смены снастей, либо делаем петельку. Я почему-то, когда вяжу на литкоре, всегда делаю сверху петельку, так мне удобней. Литкор очень хорошо держит. На основную леску я привязываю карабинчик и этим карабинчиком прищибаю к этой петельке. Держится отлично, никогда не подводило. Я уверен, и вам тоже понравится. Делаем такую вот петельку, проворачиваем и иголочкой проселяем петельку в нашу маленькую петлю. Как в народе называют, обычная петля восьмерка. Профессионалы скажут: нет, это неправильно. Восьмерка делается не так. Но я вяжу так, и мне заходит. Узелок немножко большеватый, но ничего. На клев это не влияет. Хвостик отрезаем, оставляем 1 мм. У нас получилась такая вот заготовка. Сейчас привяжем поводки. Здесь тоже много нюансов. И я вам расскажу, как работает эта снасть. Принцип ловли именно на эту снасть. Нижний поводок и крючок мы подбираем под рыбу. Все снасти мы делаем под водоем и под рыбу определенную. Это будет у нас поводочек на карпа, такого небольшого, килограмм 1,5-2, и на леща. Поэтому длина поводка у нас размером с ладошку. С обратной стороны я сделал такую вот петельку. То есть поводочек не длинный, 8-10 сантиметров. Если вы рассчитываете совсем на крупного карпа, эта снасть не лучший вариант для крупного карпа. Для большого 5-6 килограмм. И поводочек там нужно делать длиннее, потому что и в карпа голова побольше. А нам нужно, чтобы он хорошенько засосал и засекся на эту снасть. Способом петля в петлю одеваем нижний поводок. Так удобно будет менять поводки во время рыбалки, если ловим на какой-то ракушке, на камнях, где крючки слишком быстро тупятся. Это очень удобно. Никакие пыльники я здесь не использую. И так нормально. А вот с верхним поводком нужно осторожно. Часто вижу, когда продают снасти, именно снасти убийца карася с такими вот маленькими пружинками, используют длинные поводки. Поводок 8-10 сантиметров. С таким поводком такая снасть работать не будет. Верхний поводок мы используем для ловли на пенопласт, на пенотесто, то есть на плавающие насадки. Сюда не нужно цеплять какой-то червяк, опарыш. Так вы ничего не поймаете. Так мелочь будет клевать на эту кормушку, и вы ничего толком не поймаете. Такая снасть на 2 крючка и верхняя кормушка с поводком будут самозасекающие. Сюда, если карасик поцепился, то он уже точно, наверняка клюнул и сидит у вас на крючке. Вам остается только вытянуть снасть. Если подцепим сюда какой-то опарыш либо червяк, будет много поклевок и вам надоест ловить на эту снасть. Поводки мы делаем либо с плетенки, либо поводочного материала. На верхний поводок такой только материал. Леска здесь не подойдет. Я буду делать с поводочного материала. Слишком тонкие поводки не делаем. 0,12, 0,10 тоже не нужно. Они будут слишком сильно путаться. Поводочек здесь очень короткий. И во время подсекания, во время поднятия палки нашей, можно оторвать этот поводочек, когда он слишком тонкий. Я делаю 0,16, 0,18, 0,2 поводочек. Дальше беру последний крючок F22 Gamakatsu. Мне в комментариях один человек постоянно пишет: у тебя на канале много рекламы. Ребята, это не реклама. Просто я показываю, на какие крючки я сам ловлю. Я ничего не продаю, никакую продукцию я не продаю. Просто показываю, какие именно материалы я использую во время изготовления снастей. Я ловлю на такие крючки, а вы ловите, в какие вы верите сами. Крючки нужно обязательно верить. Проселяем в ушко крючка, делаем здесь такую вот петельку, наматываем 4-5 раз
Чем мельче крючок, чем тоньше лесочка, тем больше нужно наматывать. 4-5 раз на такую плетенку самый раз. Затягиваем. Поводочек готовый. И поводочек мы делаем не длинный. Длина 4 сантиметра, не больше. 5-6 это уже будет длинный поводок на карасика. На эту снасть мы не ловим карасей по 2 килограмма. Эта снасть на карасика такого 300-500 грамм. Но если попадется килограммовый, тоже выдержит. Вытянем. Но это именно не специализированная снасть на крупного карася. На верхний крючок мы будем ловить обычных карасиков. А если подойдет крупная рыба, будет ловиться на нижнюю кормушку. Это уже проверено. И способом петля в петлю одеваем на пружинку. Я одеваю всегда на второй виток пружинки. Почему так, не знаю. У меня хорошо клюет, когда я привязываю именно на этот виток. Наверное, какие-то забобоны. Вот так выглядит наш поводочек. А теперь принцип ловли на эту снасть. Сюда на нижний крючок мы одеваем насадку, наживку на крупную рыбу. То есть либо вареный горох, либо кукуруза, либо какой-то бойл, если мы делаем с волосяной монтаж. Пенопласт тут работать не будет. Сюда именно нужно поставить наживку, либо пучок червей, тоже подойдет. А сюда на верхний крючок мы одеваем какую-то плавающую насадку. Я использую такие вот Эва цилиндрики. Это я их сам нарезал с помощью обычной трубки. Берем обычные коврики для фитнеса и нарезаем. Очень долговечный материал, хорошая плавучесть. Чаще всего я использую либо желтые, либо оранжевые. И как его правильно одеть? Пробиваем, чтобы жало у нас выглядывало. Сдвигаем дальше, чем на изгиб, вот так. Это самый лучший способ одеть именно пенопластик сюда на крючок. Можно использовать и обычный пенопласт, но пенопласт будет быстро слетать. Сюда мы забиваем плотненькую прикормку, как на снасти убийца карася. А сюда, конечно, специализированную прикормку, какую мы варим именно для флетика, тоже с большой клейкостью. В принципе, прикормка подходит одинаково как сюда, как и сюда, с одного ведра. Сюда пресс формы, либо рукой мы тоже забиваем. Крючок с наживкой сверху, забрасываем, снасть лежит. Крупная рыба чаще всего сразу берет именно крупную насадку, то есть самые вкусные, либо горох, либо кукурузу, либо пучок червя. А карасик осторожно подходит, тут немножко подкушает и будет обсасывать пружинки. Крючок здесь плавает, это плавающая насадка, и вместе с потоком воды карасик засасывает. Бывают иногда случаи, что карп может взять и на этот крючок, но чаще всего именно на нижний крючок берет карп, а на верхний карасик. Если не верите, тоже попробуйте, и вы увидите, что именно так чаще всего клюет рыба. Настоящий рыбак должен думать как рыба. Напишите в комментариях, есть ли у вас опыт ловли на такие снасти. Мне очень интересно. У нас на водоемах такая снасть работает отлично, я уже проверил. Снасть не для спортсменов, не для тех рыбаков, которые постоянно бурчат на рыбалке. Это снасть для креативных рыбаков, которые любят экспериментировать, часто ездят на рыбалку и любят половить разнообразную рыбу на разные снасти. Именно сделанную снасть своими руками. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока, до встречи на рыбалке.